Всем привет, меня зовут Аня, я из города Ташкент. На данный момент я работаю аналитиком данных в Узумбанке в подразделении рисков. В свободное время люблю заниматься анализом данных. В любом случае, это моя работа, но также это мое хобби. Также люблю математику, музыку и в целом делиться знаниями. Очень рада знакомству и надеюсь, что этот урок вам будет полезен. В анализ данных я пришла, когда еще была в университете на 4 курсе. Я училась в университете Инха в Ташкенте и тогда попала на стажировку в ЕПАМ Узбекистан, где проходила большую стажировку длиной практически в год по анализу данных и по инжинирингу данных. В итоге это определило мой дальнейший карьерный путь, и я так и осталась в этой сфере. Также в свободное время я очень много волонтерила в студенческие годы, и также после них часто участвовала в программах для девушек, Technovation, Tech for Impact, занималась со стажерами, также дополнительно образованием в плане я подрабатывала как преподаватель по Excel и Google таблицам в школе техникум. И периодически тоже помогаю студентам, коллегам, занимаюсь обучением, онбордингом. И надеюсь, что этот урок вам поможет лучше понимать Excel, меньше его бояться и, соответственно, уже какие-то базовые свои задачи с помощью него закрывать. Сегодня мы поговорим про сводные таблицы и про базовый анализ данных с помощью сводных таблиц на примере личной таблицы расходов и доходов. Сегодня мы посмотрим с вами базовый анализ данных в Excel на примере таблицы личных расходов. Для чего вообще это нужно? Excel – это инструмент, который на данный момент используется практически во всех организациях. Если вам нужно быстро открыть таблицу, просмотреть какие-то данные, какие-то файлы, в большинстве случаев вы сталкиваетесь с офисом, то есть это Word, Excel, Outlook. И сегодня мы посмотрим на примере личной таблицы расходов, как делать сводные таблицы. Представьте, что вы на протяжении целого года записывали все свои расходы и доходы, и вот ваша итоговая таблица, и вы хотите понять, а что вообще было за год. В таком виде, в каком вы видите эту таблицу сейчас, проанализировать то, что там происходило, очень сложно. Очень много строк, много данных, непонятно, что куда идет, как с этим вообще быть. Даже если вдруг вы захотите, например, построить график, то есть вы выделяете все ваши данные через Ctrl-A и хотите посмотреть на графике, например, на какую категорию у вас больше всего уходило денег. Вы не можете этого сделать, потому что либо там идет перегруз данными, слишком много категорий, разбивок, либо в целом он не может подобрать подходящего типа. Давайте представим, что вот ваша таблица, и первое, что нам нужно с вами здесь проверить, это убедиться в том, что сами данные у вас корректные. Что я имею в виду? Например, вы записывали каждую свою трату и каждый свой приход денег как отдельную строку. Например, у вас был доход из категории семьи, вы записали его сумму. У вас был расход, например, на технику, на какой-нибудь сервис подписки, вы записали ту же сумму, которую вы потратили. Первое, нам нужно убедиться, что здесь в целом правильные типы данных, что здесь находятся именно цифры и не буквы, потому что вы не сможете анализировать данные, если они у вас неправильного вида. Сделать мы это можем несколькими способами. Самый простой способ – это выделить весь ваш диапазон и превратить его в таблицу, таким образом, чтобы у вас появились фильтры. Как это сделать? Вы можете прям руками, если таблица небольшая, протянуть выделение мышкой, зажав левую клавишу мыши, дойти до конца, и вот весь ваш диапазон, который вы хотите сделать таблицей. Вы можете либо нажать Ctrl плюс латинское Т, тогда у вас выскочит табличка Create Table на английском и, соответственно, создание таблицы на русском. И нажать ОК. Либо же через вкладку «Вставки» нажать на таблицу, и у вас выйдет точно такое же меню. Вот эта галочка My Table has Headers на русском у моей таблицы из заголовки означает, что вы на каждую колоночку задали свое название. Если вы не проставите ее, то у вас таблица создастся с дефолтными названиями колонок. Если же вы создали ее таким образом, что у вас на каждую колонку есть название, вы прожимаете эту галочку и создаете таблицу. Если вдруг в какой-то момент вы поняли, что что-то пошло не так, вы куда-то не туда нажали или где-то что-то случайно удалили, например, вы были вот здесь, случайно нажали какую-то кнопку, что-то у вас ушло, вы всегда можете вернуться назад, нажав сочетание клавиш Ctrl-Z на английском, либо же на панели быстрого доступа нажав кнопку «Назад». Теперь у нас есть таблица.
Здесь вы можете увидеть, что сверху на колонках у вас появились такие маленькие треугольнички. Это ваши фильтры. Это поле для того, чтобы фильтровать данные и сортировать данные. И зайдя туда, вы можете посмотреть, а что вообще у вас находится. То есть здесь, если мы прожимаем это на колонке даты, мы видим, что у нас есть данные за весь 2022 год с января, получается, по декабрь включительно. В колонке тип у нас есть доходы и расходы. В категории у нас есть разные категории по типу вещей, там, досуга, еды, здоровья и так далее. Под категории у нас есть как пустые значения blanks, так и разные подкатегории, например, там, автобус, доставка, врачи и так далее. И, соответственно, давайте проверим сумму. Здесь мы видим, что у нас все числа. То есть такой ситуации, что где-то мы там прописали букву, у нас нет. Хорошо. Теперь, на основе вот этой таблицы мы с вами сейчас будем создавать сводную. Вы выделяете ваш диапазон, вы можете выделить его сочетанием клавиш Ctrl-A, либо же прям поместить свой курсор и нажать на любое из полей внутри вашей таблицы и перейти во вкладку «Вставка», либо «Insert» на английском, и там у вас будет Pivot Table. На русской версии это называется сводная таблица, на английском она называется Pivot Table. Когда вы создаете, здесь у вас есть поле, которое говорит вам, на какой таблице, либо же на каком диапазоне нужно создать вашу сводную таблицу. Здесь у меня написано название таблицы, которую мы создали с вами до этого, но если вдруг что-то пошло не так, вы всегда можете руками выделить нужный вам диапазон. Давайте выделим в данном случае вот так. Вот, и видите, он автоматом потянул имя. Все. Здесь вы выбираете создать это на новом листе, либо же создать на существующем. Давайте создадим на новом листе. В целом можно нажимать ОК. После того, как вы нажали ОК, у вас появился конструктор сводной таблицы. Что это такое? У него есть 4 главных поля. Первое – это поле фильтров. Сюда вы будете ставить колонки, на основе которых вы хотите фильтровать ваши данные. Поле колонок, сейчас я вам это подробнее покажу, так же, как и поле рядов, и поле значений. В поле значений вы будете закидывать колонки, на основе которых вы будете считать. Давайте попробуем на колонке сумма. Вы прям берете нужный вам ряд, нужное вам значение, перетаскиваете его в поле values, и как видите, он автоматически вам сделал сумму всех значений, которые находились в этой колонке. Проверить, что это именно та сумма, очень просто. Например, если вы зайдете обратно в лист с вашими данными и пропишите формулу суммы, выбрав все значения, он вам выдаст точно такое же значение. Здесь есть во вкладке Home у вас есть кнопка, которая добавляет разделитель по разрядам. То есть каждую 1000 разрядов он вам добавляет либо запятую, либо пробел. На русской версии эта кнопка выглядит как 3 нолика. На английском она выглядит как запятая. И здесь мы видим, что суммарно за этот год вообще все транзакции в сумме 85 миллионов. Это транзакции как бы и доход, и расход. Так как у нас здесь нет минуса, у нас просто все просуммировалось. Допустим, здесь мы тоже добавим этот разделитель. Вы видите сумму. Нам бы сейчас понять, а что это вообще такое? Это доходы, расходы, уже понять какое-то разделение, разбивку. Для этого мы видим, что в нашей основной табличке есть поле тип, в котором у нас перечислены доход это, либо расход. Других значений в этом поле у нас нет. Тогда мы берем это поле и перетаскиваем его, допустим, в колонки. Как видите, он сделал разбивку. Он отдельно начал считать сумму по доходу и отдельно начал считать сумму по расходу. И также вывел общее, grand total. Если вы переместите эту колонку в поле rows, у вас поменяется именно отображение таблицы, но суть останется той же. Для дохода у вас отдельное поле, для расхода отдельное поле. То есть здесь уже мы видим, сколько у нас было суммарно за год дохода, сколько у нас суммарно было за год расхода. А что если я хочу посмотреть конкретно, а откуда появилась эта цифра? Вот 46 миллионов, откуда она взялась? Есть в Excel функция, она называется drill down. Вы можете опуститься до конкретных данных, на основе которых была построена та или иная сводная таблица. Для этого вы дважды нажимаете на то значение, происхождение которого вы хотите проверить, и у вас открывается другая таблица. И здесь вы видите, что у вас есть только доход, и он показывает каждую дату, полностью вашу таблицу показывает с этим фильтром. Сейчас, пока нам это не нужно, мы ее удалим.
А что, если я хочу посмотреть вот эту разбивку, но более детально, то есть увидеть уже, в какие месяца, какие у меня были соотношения дохода и расхода между собой. Для этого я могу взять поле Data и также перенести его в значение Rows, то есть в наши ряды. Ряды – это то, что у нас идет по горизонтали, колонки – это то, что у нас идет по вертикали. Соответственно, мы видим, что у нас появилась такая разбивка. В январе на каждый, вообще в целом на каждый месяц, январь, февраль, март и так далее, мы видим отдельно сумму дохода, отдельно сумму расхода. Если вы прожмете дважды любое из этих значений, вы опуститесь в табличку, на основе которого это было бы все посчитано. Вот, теперь, мне не очень удобен именно такой формат. Я хотела бы все-таки видеть вот этот наш тип, доход-расход, в качестве колонки. Поэтому я просто беру захватом мыши это поле и перетаскиваю его в колонки. Теперь мы видим с вами на каждый месяц доход и расход. Также он посчитал суммарно на каждый месяц общую сумму, но нам она здесь не нужна, потому что у нас доход и расход, они не отличаются знаком плюс и минус, и мы это сейчас уберем. Но суммарно вот эту Grand Total мы оставим, которая снизу, показывает нам полностью за год всю сумму дохода и всю сумму нашего расхода. Для того, чтобы отредактировать вид вашей сводной таблицы, вы можете перейти в поле Pivot Table Analyze. Вот, я перешла с помощью клавиш, но вы можете сделать это с помощью кнопки мыши. Мне из-за записи экрана не позволяет панелька этого сделать. Вот, соответственно, здесь вы видите, это настройки вашей таблицы. Здесь ее название, давайте назовем ее доход-расход. Вот, здесь также есть ее настройки, пока мы тут лезть не будем, и поля, которые в ней участвуют. Также у вас есть поле дизайн. И здесь вы видите, что у вас есть отдельно subtotals, то есть это промежуточные итоги. Нам они пока не нужны, у нас промежутков нету, на них мы посмотрим попозже. И grand totals. Вы можете выключить их вообще. В таком виде вы уберете полностью общий итог и по рядам, и по колонкам. Вот. Либо же можете оставить только для рядов. Сейчас мы включили все, только для рядов. Вот он. Либо же только для колонок. Нам нужны только итоги по колоночкам, мы их оставили. Теперь, если я захочу посмотреть конкретную какую-то детализацию, я могу опять же опуститься в нее с помощью двойного прожатия клавиши на этом поле. Допустим, что я хочу сравнительно увидеть, я лишние листы сейчас убрала, я хочу сравнительно вот здесь увидеть, как эти суммы между собой соотносятся. То есть либо посмотреть это на графике, либо же это сделать с помощью цветов. Как, знаете, такая тепловая карта, где красный – это самое маленькое, например, значение, зеленый – это самое большое значение, например, для дохода. Есть такая функция в Excel, как условное форматирование. На английском, соответственно, у нас conditional formatting. Она находится в вкладке Home. И здесь вы можете увидеть, что есть разные виды, но нас сейчас интересует именно тепловая карта, либо же Color Scales. Здесь, если вы просто наведете мышкой на любой из стилей, он вам покажет превью того, как это будет выглядеть. Например, вот этот, самый первый стиль, он берет от самого маленького значения, он его обозначает красным, к самому большому значению он его обозначает зеленым. И полностью проставляет на промежутках цвета. Если мы посмотрим на другие стили, например, второй стиль, он делает наоборот. От самой маленькой цифры, которую он обозначает зеленым, к самой большой цифре, которую он обозначает красным, мы, соответственно, проставляем цветовое изменение. Я думаю, для доходов нам лучше взять первый вариант, потому что чем меньше доход, мы считаем, что это тем хуже для нас, то есть красный. Чем выше доход, тем мы считаем, что он лучше для нас, то есть зеленый. А для расходов мы с вами возьмем второй стиль. То есть чем меньше расход, тем более зеленое у нас, соответственно, поле. Чем он выше, тем более у нас красное поле. Давайте пока что не будем сильно здесь насчет дизайна как-то что-то придумывать. Пока оставим так, как есть. Просто подпишу сравнение дохода и расхода по месяцам. На основе вот этого уже можно строить какие-то графики. То есть если вы прям выделите эту табличку и зайдете в поле «Вставка» и «Рекомендованные графики», вы увидите, что он вам предлагает уже сам либо же график в виде колонок, либо же там график в виде линейный график в виде линий. Давайте выберем линейный график и посмотрим. Здесь у нас, получается, синей линией обозначен доход,
оранжевой линией у нас обозначен расход и как они между собой соотносятся месяц к месяцу. Пока этот график мы здесь оставим, давайте пойдем дальше. Доход, расход мы посмотрели. Теперь мне было бы интересно посмотреть, а куда столько денег, например, у меня ушло вот в августе и в сентябре. И в целом посмотреть разбивку моего расхода по, например, категориям. Для этого нам нужно создать еще одну сводную таблицу, потому что в этой табличке, если вы начнете дальше делать детализацию, она уже станет более сложной для анализа. Мы можем посмотреть это на примере. Здесь, кстати, у нас маленькая проблема возникла. Из-за того, что я делала график, у меня пропало поле для редактирования сводной таблицы. Для того, чтобы его вернуть, вы должны навести ваш курсор на вашу таблицу, выбрать какое-то значение из сводной таблицы и перейти во вкладку «Анализ сводной таблицы», либо у меня это Pivot Table Analyze. Здесь есть поле Field List. Переходя туда, вы возвращаете ваши настройки. На русском это настройки полей, по-моему, называется в русской версии. Давайте представим, что я хочу посмотреть категорию и допустим, я ее положу в колонки. Этот график мы пока подвинем, так как он нам мешает. И в целом мы видим, что он хорошо разбил доход на каждый месяц и расход полностью по категориям. Но здесь слишком много всего. То есть человеческому глазу здесь достаточно сложно зацепиться за какие-то цифры, поэтому мы пока это поле отсюда уберем и проанализируем его отдельно. Чтобы это сделать, нам нужно либо создать отдельную сводную таблицу, так же, как мы делали до этого, либо же мы можем скопировать уже готовую таблицу. Вы прожимаете, получается, сочетание клавиш Ctrl плюс C на английском для того, чтобы скопировать, и Ctrl плюс V тоже на английском для того, чтобы вставить. Мы ее скопировали, она у вас, видите, такой пунктирной линией по краям покрылась. Выбираете ячейку и вставляете. Теперь давайте уберем отсюда наши значения и подумаем. Я хочу посмотреть по расходу, на какие категории, сколько у меня было денег потрачено и сколько раз. То есть не просто посмотреть на сумму, но также посмотреть, что происходило количественно. Для этого я беру категории и протаскиваю их в поле ряды. И для суммы мы пока также сделаем в поле значений просто сумму. Сейчас мы будем смотреть полностью за весь 2022 год, но попозже мы добавим сюда фильтр. Мы добавили с вами категории, но здесь у нас получается все. И расходы, и доходы, потому что вот эта категория – это у нас доход. Давайте наш тип, который расход-доход, добавим в фильтры и посмотрим, что будет. У вас появилось вот такое маленькое поле, где уже знакомый нам треугольничек, который показывает фильтры. Сейчас у нас выбрано все. Если вы раскроете вот это поле «Все», у вас будет доступна опция выбора конкретных каких-то значений. То есть в нашем случае это либо доход, либо расход. Давайте выберем только расход пока что. Как вы видите, у нас пропала категория «Семья», и другие доходные категории. Теперь давайте сделаем анализ. Мы сейчас смотрим с вами на категории, но мы хотели посмотреть конкретные месяца. Допустим, я наши месяца протаскиваю в колонки, и в таком случае мы видим разбивку, пока наши настройки сводной таблицы скроем, мы видим разбивку по каждой категории на каждый месяц, сколько было потрачено денег. Здесь работает точно такая же история. Если вы вдруг хотите посмотреть, а что это такое, откуда вот эта цифра, допустим, в нашем случае это июль досуг, вы дважды нажимаете на поле и опускаетесь в конкретные транзакции, чтобы посмотреть, что там происходило. Пока удалим этот лист, мы уже посмотрели. И здесь, например, я хочу оставить только 2 конкретных месяца. То есть мне нужно обратно вернуть наше поле настройки сводной таблицы через вкладку анализа и закинуть дату в фильтр. Но он говорит, что он не может этого сделать. Почему? Потому что при создании сводной таблицы мы не оставили места. На каждый отдельный фильтр сводная таблица создает отдельную строку с фильтрами, но здесь она не может создать, потому что сверху ей мешает наша вот эта сводная таблица, которую мы создавали до этого. В таком случае у нас есть несколько выходов. Либо мы создаем новые строки, чтобы дать пространство для нашей сводной таблицы, либо же мы просто двигаем сводную таблицу. Давайте попробуем создать новую строку. В вкладке Home у вас, если вы выделите полностью строчку, нажав просто на ее порядковый номер, у вас будет доступна клавиша Insert, либо на русском это будет просто вставить. Нажав на нее, у вас появится новая строка. Либо же вы можете прям выделить всю вашу табличку,
навести вашу мышку на края выделения, и вы увидите, что ваша мышка превращается в такой курсорчик со стрелочками. И просто захватить таблицу и перетащить ее в любое место. Окей. Возвращаясь к нашей сводной таблице, давайте попробуем нашу дату закинуть в фильтры. У нас получилось, и здесь мы хотим выбрать только, например, август, и только сентябрь. Но у нас проблема. Во-первых, он нам показывает каждую отдельную дату. Во-вторых, мы здесь не можем выбрать несколько дат, то есть мы только можем выбрать одну. Почему? Потому что у нас не стоит галочка в поле выбора нескольких элементов. Если вы ее нажимаете, вы видите, что у вас появляется поле для того, чтобы отметить галочку на каждом нужном для вас элементе. И вы можете выбрать, например, вот 3 дня в январе пока что возьмем. Окей. В таком случае, как нам быть с нашей датой? Пока что мы сделаем просто напрямую, выберем те числа, которые нам интересны, то есть в августе мы возьмем вот эти числа. Просто выберем все. И то же самое сделаем для сентября. Но в будущем нам нужно будет создавать, наверное, для более удобной фильтрации отдельное поле в нашей исходной таблице, которое будет показывать месяц. И уже на его основе фильтровать. Закончу выбором. Окей. Соответственно, у нас остается только август, только сентябрь, и здесь мы смотрим с вами исключительно на расход. Дальше. Допустим, здесь, в принципе, мне все понятно, я пока это оставлю и посмотрю эту табличку попозже. Давайте посмотрим, что у нас происходит в подкатегориях. То есть мы опять же с вами копируем нашу сводную таблицу, хотя мы уже копировали, давайте создадим новую, но на том же листе. Мы возвращаемся в наш лист, где находится наша основная таблица, и снова создаем сводную таблицу. Но на этот раз мы создаем ее уже на существующем листе, где у нас происходит весь анализ. То есть вы здесь выбираете место, переходите на вкладку, нажимаете на ячейку, откуда будет начинаться ваша сводная таблица. Давайте начнем вот отсюда. Нажимаете Enter и прожимаете клавишу ОК. У вас создается новая таблица. Давайте здесь посмотрим каждой категории. Давайте посмотрим здесь доходы. То есть мы берем с вами категории. Вот, и мы берем с вами тип доходов. Здесь мы выбираем, открываем фильтр, выбираем доход. Вот. У нас 3 типа дохода. И давайте вот здесь как раз посмотрим нашу сумму, а также посмотрим количество. Я вот здесь подкорректирую отображение, чтобы у нас красиво было видно числа, чтобы они были читаемые по разрядам. И что, если я хочу посмотреть именно количество? Сколько раз, допустим, мне с конкретной категории пришел доход? Вы можете переиспользовать одно и то же поле в значениях. То есть я, например, могу взять эту сумму и перенести ее в поле значения еще раз. Как вы видите, это действие создало нам вторую колонку, где мы видим сумму. Но сумма же у нас уже есть, то есть нам нужно что-то другое. Например, нам нужно количество. В таком случае в вашем поле значений вы выбираете нужное вам значение, нажимаете на него левой кнопкой мыши, и у вас есть там Value Field Settings, то есть вы корректируете значение в вашем поле. Когда вы туда переходите, видите, что здесь можно поменять название, например, давайте скажем, что это количество. И также вы можете поменять функцию, которая используется для подсчета. До сего момента мы с вами использовали только сумму. Но давайте попробуем использовать, например, количество. За количество у нас отвечает count. Также можно посмотреть среднее, максимальное, минимальное. И здесь уже идут статистические функции, которые нам на данный момент не нужны. Давайте посмотрим количество. Выбрали количество, переименовали, нажимаем ОК.
И здесь мы видим, что у нас 11, получается, приходов, 221 и 56. Извиняюсь, 58. Но мне не очень нравится, что он отображается в качестве числа с десятичными, получается, долями. Для этого мы опять можем перейти в наш Value Field Settings, и тут есть у нас Number Format. То есть это именно форматирование, которое используется для вашего числа. Перейдя сюда, вы можете перейти во вкладку Number, то есть числа, сказать, что у нас должно быть 0 знаков после запятой. Также здесь тоже можете проставить разделитель по тысячам, либо же делать, как мы это делали до этого во вкладке Home. Нажимаете ОК. Все. Вот здесь эту сумму давайте переименуем как в просто сумма. Сумма и количество. Мне, например, интересно, а вот на одну транзакцию, да, то есть на одну операцию, какой у нас идет, например, средний чек. То есть в среднем, допустим, сколько, если это семья, сколько денег за один раз там приходило от семьи, или сколько денег за один раз приходило от учеников. Вы опять можете взять свою сумму, перенести ее в вкладку Values значений и еще раз, прожав левую клавишу мыши, перейти в настройки и выбрать на этот раз уже среднее. Давайте назовем ее средний чек. Нажимаете ОК и видите, что в целом, там, допустим, с учеников за одну транзакцию приходило 119 тысяч. Сейчас мы с вами смотрим только на доход. А что еще? Давайте посмотрим на вложенные сводные таблицы. Мы снова копируем эту таблицу, вставляем ее рядышком. Вот это мы пока, в принципе, можем оставить. Давайте уберем отсюда колонки. Ага, нет. Из-за того, что мы убрали колонки, значения values у нас очистились. Хорошо, тогда не будем убирать. Давайте сюда прям добавим подкатегорию и наш фильтр заменим на расход. Здесь у вас получилась такая табличка вида эдакого чека, где она вам показывает на каждую категорию, в ее категории разбивку на подкатегории и сколько денег в итоге у вас ушло. Сколько денег было, сколько количества и какой средний чек. Вот на вот этом примере мы как раз можем посмотреть ту историю с промежуточными итогами Subtotals. То есть вы переходите в вкладку Design. Здесь у вас есть subtotals. Сейчас у нас subtotalов нету, то есть мы видим именно внутри каждой категории подкатегорию, но мы не видим, какая у нас общая сумма за эту категорию. Только если вы закроете, вот здесь есть маленький плюсик, который можно нажать, и только в этом случае вы можете схлопнуть вот эти все подкатегории в одну и увидеть общую сумму. А что если я так не хочу, я хочу видеть всегда эту сумму? Тогда вы переходите в subtotals, и здесь у вас есть две опции. Либо вы отображаете at the top, то есть наверху, сверху на самом названии, либо же at the bottom, то есть уже внизу, как отдельная вот такая вот строка с тоталом на каждую категорию. Мне лично обычно удобнее отображать наверху, то есть сразу вложено на каждую категорию. Давайте их все скроем. Вот, например. И опускаться в детализацию только тогда, когда уже в этом есть какая-то необходимость. Например, вот здесь еда. Мне стало интересно, почему такой большой чек. Вот, и я вижу, что, допустим, категория кафешек очень много заняла места здесь. Могу опуститься, посмотреть. Можно этот лист удалить. Давайте назовем наш лист со сводными pivot, чтобы его случайно не удалить. Уже на основе вот этих сводных таблиц вы можете строить графики базово. В принципе, в большинстве случаев Excel уже сам предлагает, какие графики можно построить. Например, вы выделяете ваши данные, вот так, допустим, переходите во вкладку «Вставка», «Рекомендованные графики», и он в целом вам уже говорит, что вот там август-сентябрь, можно сравнительный анализ сделать, посмотреть. Что если у вас такая ситуация, что нету, допустим, Excel под рукой, да, или на компьютере он не установлен, по каким-то причинам вы не можете зайти в программу и вот это вот все проанализировать. Есть бесплатная альтернатива онлайн, местами даже на самом деле лучше, чем Excel, потому что позволяет обмениваться файлами, и у вас всегда будет актуальная версия, например, если вы всей семьей заполняете файл. Ну вот, либо это же какая-то рабочая история, у вас несколько коллег пишут все вместе, и вы тогда уже, получается, анализируете. Вы можете это делать в Google таблицах. Google таблицы выглядят у нас следующим образом. По факту, плюс-минус, оно очень похоже. В том плане то, что базовые какие-то функции и даже их названия, они практически одинаковые, но там за исключением некоторых моментов. Давайте возьмем наши данные, выделим все. Для того, чтобы выделить все, у нас есть сочетание клавиш Ctrl-A, вот, скопируем, и, соответственно, мы уже там вставим Ctrl-C и Ctrl-V. Вы выделяете все,
Нажимаете Ctrl-C, переходите в вашу таблицу и нажимаете Ctrl-V. Все, он у вас прям вот как было, как есть, он вставил. У меня не скопировали заголовки, потому что это таблица, я их скопирую отдельно. Здесь точно такой же принцип. Вы выделяете все, что у вас есть. Давайте здесь выделим прям мышкой. И можете перейти во вкладку «Вставка», создать сводную таблицу. Здесь у меня на данный момент Google таблица на русском, поэтому здесь полностью на русском. Точно такие же настройки, диапазон данных, новый лист, либо же существующий лист. Давайте создадим на новом. И вы тоже видите, у вас есть строки. Это аналог нашего rows в настройках вот здесь. Давайте я его открою, чтобы было более наглядно видно. Это аналог нашего rows, соответственно, columns, и также значения, то, что у нас values, и фильтры. Точно по такой же аналогии вы, например, берете типы, протаскиваете их в столбцы и, допустим, берете вашу дату, показываете ее в строках и показываете доход. Но здесь у нас первая разница. Сама Google таблица, она вам автоматически не проставляет месяц. То есть вы видите, что она смотрит на каждую конкретную дату, в то время как Excel автоматически здесь создал месяц. И это тот случай, когда нам все-таки придется создать отдельную колонку, и это несложно делается. Нам нужно это сделать в нашей исходной таблице. Значит, здесь у нас есть дата, мы говорим равно, есть функция months. Она есть и в Excel, и в Google таблицах. В целом большинство функций, они одинаково называются, одинаково работают, но не все. Выбираете нужную вам ячейку, закрываете скобку. Я выбрала случайно не ту ячейку. Первый месяц. И здесь вы можете прям протянуть эту формулу, либо же на вот этот кружочек дважды нажать, и он вам протянет ее до последней доступной, получается, строки. И в таком случае нам нужно нашу сводную таблицу пересоздать, потому что сама наша исходная таблица, она поменялась. Давайте еще раз ее выделим. Либо же можем выделить ее через Ctrl-A, так же, как мы делали до этого. То есть выделить все и еще раз ставить сводную таблицу. Создаем на новом листе. Наш столбец F, давайте назовем его месяц. Вот, как вы видите, здесь название поменялось. И перетаскиваем его в строки. Можно попозже там формулами настроить, чтобы вместо цифры было именно название текстом, но мы сейчас на этом концентрироваться не будем. В будущем можно посмотреть эти формулы, я прикреплю в дополнительных материалах, как это можно сделать, и уже докрутить эти сводные таблицы. Вот здесь мы на месяц смотрим с вами типы по столбцам, доход, расход, итого, и сумму закидываем в значение. Как итог, мы получаем все ровно то же самое, то, что мы получали с вами в Excel. Ровно такой же доход, расход, только здесь нам вот этот итог не нужен, и уже остается только доделать форматирование, и в целом все. Что еще? Вот то, что условное форматирование мы сделали с вами в Excel, то же самое вы можете сделать через вкладку заливки именно текста. Здесь есть отдельно условное форматирование, и там вы говорите, например, градиент, выбираете нужный вам уровень, допустим, тоже от красного к зеленому, либо же от зеленого к красному, смотря что именно вам нужно. Вот, и проставляете. Это если вот у вас нету под рукой Excel, либо же вы там с телефона хотите посмотреть, вы можете сделать это в Google таблицах. То же самое и с графиками. То есть вы выделяете ваши данные, опять же переходите во вставку, и у вас тут есть диаграмма. Как видите, Google таблицы, они просто на автомате выдали вам такую же диаграмму, как мы делали в Excel, просто потому что они, сама программа посчитала, что это наиболее подходящий вид графика конкретно для данного случая. Да, таким образом вы можете сделать с Google таблицей все то же самое, что вы делали в Excel, но плюсом к этому вы можете настроить доступ и поделиться этим доступом. Давайте назовем нашу таблицу. Поделиться этим доступом, например, со всеми, у кого есть ссылка, чтобы они тоже могли редактировать, либо же с конкретными пользователями, указав их электронную почту. Я открою доступ на комментарии и прикреплю этот файл, но если вы захотите с ним поработать, вы можете всегда создать его копию. Для того, чтобы создать копию, вы переходите в файл, создать копию, и уже у себя создаете копию, либо же вы можете, прям как вот мы до этого с Excel копировали, выделить все, что вам нужно, там тем же Ctrl-A, Ctrl-C, и себе уже в новой, соответственно, таблице, в новом листе поставить все, что вам было необходимо. Если вам интересен анализ данных, для тех, кто
еще не работает, а только, например, учится или ищет себя, я очень советую присмотреться к стажировкам. На данный момент в Узбекистане очень много разных программ именно и для девушек, и в целом для начинающих IT-специалистов, где вы можете подобрать работу или стажировку в интересующей вас сфере. Но в основном я от себя порекомендовала бы именно в анализе данных присмотреться к финтех-сектору, то есть это банки, платежные приложения, там наибольшее количество данных и больше возможностей в том плане, что больше компаний, которые поддерживают стажировки. Также советую в целом пробуйте замечать вокруг себя данные вот именно в формате, знаете, каких-то таблиц, в том плане то, что расходы, доходы, какое-то может быть расписание, какие-то дела и анализировать. Есть очень много ресурсов в интернете, которые вы можете использовать для базового какого-то анализа, чтобы строить графики, делать сводные таблицы, либо заниматься уже чем-то более продвинутым, как машинное обучение, data science. Это уже зависит от того, что вам более интересно. И не бойтесь пробовать. Для тех, кто уже работает, советую в целом чаще ходить на разные конференции, развиваться, обучаться, и это всегда будет вам в плюс. Желаю удачи!